Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. Я уже и забыла, что они у нас в клоунском гриме, но это не важно, в принципе. Мы в особняке. Что мы тут делали? Я тут смотрела. Короче, все, что надо, то и делали. А давай-ка вызовем сюда вот тебя. Если тебя увидят рядом со мной, это точно может привлечь к нам ненужное внимание. You and your friends shall see us as we truly are. All others shall see a kitty, a small predator, indigenous to this world. Остальные увидят кошечку. They kitties can walk anywhere, and they are most cunning. Ты так стараешься присоединиться ко мне, разве ты не хочешь служить Абсолют? What absolute? The Absolute does not care about us, and we do not care about the Absolute. We are different, and we are saved. Friend! Окей. Покажи, что там у тебя за умение хоть. Жалко, у тебя нет невидимости. Слушай, капец, обидно даже как-то. О боже, она так мило присела, типа на скрытность. Смотри, вот. Стань сюда, круто. Вот обычно. Вот скрытность присела. Комочек такой. Блин, жалко, что у тебя нет, как у лопаты, невидимости. Было бы хорошо на самом деле. Ну ладно, ходи уже так с нами. Успех. Сойдите и дверь за собой закройте. Спасибо, пожалуйста. Почему? Я сюда не заходила. Тут кухня. Пойдем. Что, у тебя есть какая-то еда мне забрать? Рыба. Ну, такое, не густо. Ну, ладно. Возможно, беженцы были бы лучше, чем я на самом деле. Ты знаешь, потому что я хожу по твоему дому, нюхаю все, что мне нужно, и забираю тоже все, что мне нужно. Слезаться. Так. Книжечки. Читаю. Путеводитель. Королева главарей. А ну, прочитай. Похоже, что наемники огненного кулака собрали огромное количество сведений о Девятипалой и ее воровской шайке, известной как Гильдия. Описание громилы по имени Тузгрант, который охраняет интересующий огненный кулак вход. Очень подробно и, как ты отмечаешь, выдержано в презрительном тоне. Очевидно, кулаки считают Тузгранта и подобных ему преступников не самыми сообразительными ребятами и далеко не самыми опасными. Но вот Девятипалая, о ней пишут угрюмо и испуганно. Ой, что тут у тебя в витринках? Я все возьму. Власть эрцгерцога, защита. Твердая рука эрцгерцога, защита. Листовка компании Гортыш в эрцгерцоге, которую раздают волонтеры. Когда лорд Гортыш станет эрцгерцогом, на первом месте у него будет стоять защита от Балдура и его жителей. Нет ничего важнее. Ага. Поговори мне тут. Ой, что? Сундучок. Это мне. Рюкзачок. Столен, возьми саперный набор. Саперный. Пофиг. Лира мне не надо. Но в книгах могу еще полазить. Мы это читали? Да, это читали. Странно, тут везде красненьким, а тут ряд книг не красненьким. У вас есть друзья в гильдии, давай прочитаем. Вступление к окровавленной пропагандистской агитке.
Злопыхатели говорят мне, но ведь гильдия нарезала Нижний город ломтями, словно тыкву, поделила его на части, чтобы преступные главари могли править из теней. На это мне остается лишь пожать плечами и ответить: разделение обязанностей, приятели, а как иначе добиться того, чтобы хоть что-то было сделано? Если продолжить аналогию, то эта тыква уже созрела, и если бы ее не нарезала гильдия, то нарезал бы кто-то другой. Я лично благодарен Девятипалой и ее организации за то, что они сделали это. В отличие от многих корыстных типов, гильдия на самом деле действует в интересах города. Их мнение таково: без преступности все равно не обойтись. Так пусть она хотя бы будет организована. Да пусть. Окей. О, музыкальная шкатулка. Огненный янтарь. Так, все присели. Идем в люк. У нас тут миллионы ловушек. Я не хочу сильно... Все встали. Расстелились, Сталин сел. Так, окей, я обезврежу все, что... Да почему провал-то? Ага, вот это она. Ну, я, наверное, просто уберу все растяжки. Ну, вы, конечно, провальные. Обезвреживай. Все, что можно, все обезвреживай. Угу. Тут должна быть растяжка, наверное. Блин, половина из них на внимание не пришла проверку. Как я должна их обезвредить, скажи. Давай, мы. Мы не проходит проверку. Да. Ладно. Не прошла. Да за что? Да вы гоните. Ты вообще можешь пройти? Кто-нибудь? Ты может сюда. Блять. Ну, типа, один неправильный вариант, и мы взлетим. Стой, Лаэзель! Вот это она пробежалась опасно. Ладно. Капец ты, Сталин, даешь со своими провалами. Я грабу. Капец. Я сейчас просто возьму кого-то одного, пропрыгаю куда мне надо, и все. Вы чё? Спасибо и на этом. Ну вы невнимательные. I have such a headache. I can do better. I must. Let's have some fun. Ага, вот растяжка вижу. Ну вы меня пугаете. Вы в курсе? Железный факел? Нет, не железный факел. Не помню, что здесь. Я. Короче. Ладно.
Спасибо и на этом тебе. Let's ride. I've got a long run. Easy. This place is hungry for blood. Угу, сундучок, поняла. Never wanted the easy path. Ну, оставим, взломай тогда. Silence the groove. Trust no one. A crooked touch. All's well that ends. Not as bad as it could have. Better be cautious. Денежки. И компрометирующее письмо. Афур, посылка до сих пор ждет тебя у Филагира. Не тяни, не то мы начнем сомневаться, так ли ты предан делу, как утверждаешь. Забери груз и разложи по мешкам, по мишкам. Сделай пожертвование. Проще простого. Если завтра в это время он будет еще здесь, мы тебя им накормим. Как ты знаешь, у нас этого добра полно. Мишки, которых мы нашли в прошлой, по-моему, серии или в какой, которые для беженцев, детей были в амбаре, начинены взрывчаткой. Похоже, наш знакомый торговец игрушками начиняет взрывчаткой плюшевых мишек. This is where the toys from the barn were crafted. What a wicked little workshop. Well, hello. Мерзкая мастерская, да. Everything's clear. Огненный янтарь. А этот огненный янтарь, сколько он вообще стоит? Где он? Ой, как тут все неудобно у меня. Где ты, огненный янтарь? Почему у меня мертвая крыса здесь? Я ее для какой-то цели брала или... или на приколе? О! Еп. Полет сюда. Опять сюда. Глазки тоже сюда. Где? Глазки. Нет глазок. Сюда. Нет глазок. Ну, Лер. Серьезно. Так. Ага. А чё, кстати, по силе у вас всех? Не у вас всех, а у конкретно вот этих двоих. У меня-то зелье есть вообще? Скорости. Кровожадности и скорости. Десять штук. Окей. На самом деле, я у себя на Хоноре... Я у себя на Хоноре сделала себе специально... Адские каникулы, путеводитель поверхности. Сделала себе специально, чтобы... у меня в лагере стоял Гейл, который делает зелья. Я его вкачала таким образом, чтобы он мог делать больше зелий, чем стандартно из одних ингредиентов, да. И я сама прифигела, когда он вместо, по-моему, 2 зелий, ну, то есть на 2 эти зелья пошли бы ингредиенты столько, сколько пошло бы на 2 зелья, да. Он из этих 2 зелий сделал 19. Просто благодаря тому, что правильно вкачан. Честно говоря, я прифигела в тот момент, но мне понравилось. Тут я этого делать не буду, потому что, наверное, это нерезонно, и ну, мне, в принципе, и без зелий тут вполне себе легко, потому что это не Хонор, так что пофиг. Путеводитель по Аверна. Но я имею в виду, что я советую вот этот моментик делать тем, кто проходит на высоком или на Хоноре, если вам тяжело. Путеводитель по Аверн.
Книга представляет собой обзор Аверна, первая из 9 преисподних для опытного межпланарного путешественника. Главы посвящены географии и обитателям этого мира, в основном повторяют все, что и без того известно о поле битвы и бойцах войны крови. Раздел, подробно описывающий адскую политику, переполнен сносками, уточнениями и дополнениями, отображающими постоянно меняющуюся цепочку командования эрцгерцогини Зариэль, поскольку ее фавориты стремительно возвышаются и тут же утрачивают благосклонность своей госпожи. Что тут у тебя? Вампирическая двойственность. А ну. Отрывок из книги Телмша Веркондле «Вампирическая двойственность». Глядите, считается, что у обычного вампира есть всего 2 желания: верно питаться и делать маленьких вампиров. Так вот, это глупость, несусветная чушь. Не существует такого понятия, как обычный кто-то. У личности вампира крайне столько, сколько у бриллианта-шизофреника. Что? Это утверждение противоречит тому, что написано лишь несколькими абзацами позже. Естественно, если разобраться, присущая вампирам одномерность делает их идеальными хищниками, их разум, тонкие алые нити жестокости, намотанные на клубок хищного голода. И снова всего несколькими абзацами позже. И все же, как не восхищаться мрачной и такой романтичной сложностью вампира, порывами его любви, дикостью страсти. Чел. Окей. Правдивые невероятные приключения Тини Брукс-Мор, часть 1. Давай прочитаем. Фрагмент из правдивых и невероятных приключений Тини Брукс-Мора, серии низкопробных романов о похождениях капитана межпланарного корабля. Настоящий капитан Мора ни разу в жизни не покидала... Настоящая. Это она. Настоящая капитанка Мора ни разу в жизни не покидала родного глубоководья и выходит из своих апартаментов в портале нараспашку лишь для того, чтобы обменять очередную рукопись на свежий запас еды и чернил. Лишившись своего красного дракона, рыцарь был вынужден перепрыгнуть на борт моего корабля. Не успел зловещий мрак коварных припоев астрального плана поглотить зверя, как его наездник уже стоял на палубе юной невесты. На него уже накинулся, оскалив зубы и выпустив когти, мой верный Норлс, но, увы, безрезультатно. Астральная проекция не подвластна даже ярости Табакси. Хитрый Гитьянги лишь посмеялся, глядя, как удары Норлса проходят сквозь него, не нанося урона, и взмахнул своим серебряным мечом. Клинок прошел в целом футе от Норлса, но разрубил надвое бесплотную пуповину, удержавшую в этом измерении его отважную душу. Я с тоской проводила взглядом тающий на глазах облик моего пушистого юнги, но не замедлила с ударом. Увидев, что я бросилась в атаку, Гитьянги лишь лениво усмехнулся. Он ожидал увидеть очередную бесплотную попытку существа, связанного законами этого измерения, но он недооценил капитанку Тини Брукс-Мора. В отличие от бедняги Норлса, я вошла в астральный план в своей телесной форме и поспешила проиллюстрировать этот факт, заехав рыцарю аккурат промеж ног. Тот согнулся пополам, повалился за борт юной невесты, исчезая в тумане, но на смену ему из далекой цитадели мертвых Тунарат уже поднималась новая орда драконов. Сляная лампа. Обычная, без магии лампочка. Лампочка. Ну, не лампочка, неважно, лампа. Фиг с ней. Не Ильметра. Собрание жизненных уроков от посвященного Ильматера, вытекающих из толкования истории вознесения богостраданий, жизни и выносливости. Некоторые из них полезны, в них говорится о мягкости и облегчении трудностей, другие более сомнительны. Например, почитание мучеников превыше всех живых святых. Есть же и откровенно странные, в том числе различные идеи с самобичеванием, что не входит в общепринятое представление о хорошем времяпровождении. Руководство по выживанию в Аверна. Глава под названием «Путешествие по первому кругу». В тексте подробно описывается Аверна. Под черным небом простирается безрадостная каменистая пустошь, изрезанная расселинами. Господи, что со мной? В которых текут реки крови. Самая частая рекомендация, какую дают искателям приключений при столкновении с любой из многочисленных физических опасностей этого мира, развернуться, бежать со всех ног. Для борьбы с духовными опасностями нужен жрец. Он успокоит тех, кто попал под пагубное влияние Аверна, и осветит трупы тех, кто не устоял. Окей. Это прекрасно. Прекрасно, давай я пройдусь, попробую аккуратненько пройтись и взять все, что мне нужно. Аккуратненько, я не знаю, смогу ли я, но я попробую. Останься тоже тут. Давай ты вот прыгни. Гонг. Ты со своим провалом меня выбесишь. Ты в курсе?
Где же я не заметила? Что-то тут должно было быть. A young cave bear. Чучело пещерного медведя. Видно, что это был еще подросток. Клыки коротковаты. Что-то тут должно быть. Ну, вот не помню где, правда. Тут должна быть скрытая комната. Почему я не могу вспомнить, где именно? И как ее открыть? Ну, где-то же здесь, нет? А, стой. Наверное, вот тут. Да и не тут вроде. Я пытаюсь понять, где, правда, не могу вспомнить. Она была, по-любому она была. Или может здесь? Покажи мне карту. Может, вот здесь или вот здесь? Keep your distance, darling. Don't linger. A trap. Someone doesn't like visitors. Eager for battle. Может, кто-то сможет пройти какое-то внимание, которое я не вижу. Keyed. I see a trap. Ладно, что-то я реально не вижу, но что именно непонятно. Эх. Да зачем? Я не хотела брать этот молот, выкинь его. Выброси. Best get going. Да где-то здесь. Где? Где? Я не помню. Я не помню. Где и как открыть? Нет, не тут. Да? Вот тут. Have I been this way before? Вот тут прям видно, что он стоит что там что-то есть, будто бы. Да? Да, по-моему, это здесь. Как именно тебя открыть? Видение невидимо. У меня есть видение невидимо. Вот он, да. Что зачем-то? Может, рычаг? Я максимально не могу вспомнить. Вы все тут были? Let's be quick. Че, я ошибаюсь, что ли? Я не знаю, меня просто бесит, когда я не помню чего-то, что я хочу помнить. Так, подожди. Так, окей. Я немножко обесралась, скажем так. Я ошиблась с тем, что... Краткосфер. Это мне в лагерь. Я ошиблась, я перепутала подвалы, и я думала, что это другой дом. Ну и, короче, да, тут нет тайной комнаты. Все, я обесралась, извините. Правильно? Ну, наверное, правильно. Мне казалось почему-то, что он тут есть. Ну ладно. Action, not reaction. What's the story? Так, не хочу я рисковать, я просто пропрыгаю до супербезопасной зоны. Мы. They should all be running. Кстати, что это за инструкция? Я не прочитала. Подарки только для беженцев. Пожалуйста, распространите. Кайф.
На всякий случай тоже прыгни. Still in control. Just. Все, давайте сваливаем отсюда. Эх, блин. Ну, в принципе, у нас есть компрометирующее письмо. Still alive. Это уже и пофиг тогда. А, вот я с тобой хочу поговорить. Секундочку. Look, I really don't have time to chat. I'm sure you can find someone less busy to listen to you somewhere. Я как бы и знала, что ты мудак. Мне-то что? Мне-то... Я-то и знала, но... Я нашла игрушки, которые ты пожертвовал. Рассказывай мне про них все да поподробнее, пока я не взорвалась от терпения. Нетерпения. О боже, не взорвалась, она каламбурит. Молодец. How do you... Whatever you Не think знаю, что you ты там know, раскопала, но I'm знаю отличное средство для sure забывчивости. some girl Золото could называется. help you to forget. Золото, да? Ты хочешь мне дать золото за то, что ты почти перебил взрывчаткой половину народу? Оставь свое золото себе, я хочу, чтобы ты рассказал мне все. I'm just a simple toy maker, an artisan. I don't know anything. They would have killed me Если if бы I я отказался refused to нашпиговать make игрушки, они бы меня toys. убили. And they're definitely going to kill me now. Они какие они? I can't tell you. I won't tell you. Ты должен мне сказать? Отвечай сейчас же, кто они, иначе я тебя прикончу раньше, чем они до тебя доберутся. All right. Just don't hurt me. The teddy bears. Плюшевые мишки — это эксперимент. Оно мое лучшее изобретение. Они могут говорить, потому что в груди у них зашито маленькое хитрое устройство. Allows them to speak. But there's more. Но внутри устройства есть еще кое-что. Дымный порох. Inside the Я получал device, посылки с порохом в I фейерверках в collect Фелагере, в Нижнем packages городе, from пичкал им the медведей. fireworks in the lower city and stuff the bears with it. Not Не because потому, I что want хотел. to, Мне пришлось. because I have to. Иначе бы они убили меня. Otherwise they'll kill me. А, в принципе, насчет вот этого момента он же не врет, как мы увидели из компрометирующего письма. Они же реально бы пришли за ним, если бы он не сделал, как они сказали. Но, с другой стороны, он тоже мог придумать что-то получше, чем все-таки поддаваться полностью и шпиговать мишек взрывчаткой. Ну, типа, не знаю, А кому сообщить, если это... Ага. Ну да, сложная ситуация у него. Ты так и не сказал, что это за они. I don't Я know сам не who's in знаю, кто у них charge. главный, Yeah, но but все it начинается с starts славки at the фейерверков. Оттуда мне fireworks приходили shop. посылки. That's where the packages come from. Go there. Наведайся туда, Tell скажи, them что ты от дядюшки Uncle Фелагера, и они покажут тебе Ferrogia дымный sent you, порох. and they'll Пойму. show you the smoke powder. Lots of it. There. I told you what you wanted to know. Now, will you let me go? His plea comes Его with an мольба offering. включает в себя подарочек. Pass Пропуск в granting Нижний you город. access to the lower city. Ой, этот выбор очень сложный. Потому что, как бы, я и понимаю, что он, с одной стороны, едва ли мог бы что-то сделать, и правда. Особенно учитывая, что вот эти приказы могли идти с вершин. А что ты против вершин сделаешь? Ну, мало чего. Свалить из города разве только. Но это тоже сложный выбор, на самом деле. Но и то, что он делать, это жестко, это сильно. В тюрьму ему дорога, конечно, логична, но... Я заберу все его деньги. Here, take it, all of it. I don't care. You'll never see me again. I promise. Да, свали. Забрала твои деньги, свали. Ты не сядешь в тюрьму, но и тут, я надеюсь, ты больше не будешь. Где он? Свалил? Денег ты сколько мне хоть дал? Шевые мишки в шкафу. Я не знаю, сколько он денег мне дал. Пропуск на коронацию эрцгерцога.
Данный пропуск позволяет предъявителю и его свите пройти в зал приемов на Змеиной скале и посетить церемонии возведения лорда Горташа в сан эрцгерцога Вратбалдура. Горташ скоро нарекут эрцгерцогом. Нужно наведаться на Змеиную скалу. Так, ну будем тогда идти по ходу, да? Давай в эту сторону. Там мы были, тут мы были. Не знаю, сказать вот этому дедичел. О, смотри, у нас тут Матис. Nice to be in a crowd of normal people for once. Wish I could ask. Really? I prefer my company. Extraordinary. Oh, thanks. Don't thank me. Thank Gortash. Excuse you. I didn't need that prick to make me who I am. О май гад. Oh, you're right, of course. Forgive me. Астариан, что Good fangs. Что за тон, Астариан? Зубастик, все в порядке. Я просто смотрю, помимо их разговора, тут еще дети подбежали, все сбежались на мы. Они на него так смешно реагируют, говорят, какие у него лапки, кис-кис, ути-путеньки. У меня для вас плохие новости, ну ладно. Матис. Something to ask. You did me a real favor clearing all those ghouls out of Moonrise. That old bonebag Ketherick had some fancy junk stashed behind all the cobwebs and piles of gore. Ты обобрал лунные башни? Didn't you? А, ты, можно подумать, не обобрала. Нам одни крохи достались, которые тебе силу тащить не хватило. And in case you're thinking А of если trying to замышляешь scam me лишить out меня of my стопном заработанной hard-earned дочи, loot, то бросайте глупости, я уже все продал. I already sold it. Что скажешь о вратах Балдура? Wish I could tell you. Да что могу сказать, We're мы stuck застряли out здесь, here, а but вся жизнь most of the кипится action драконьим is beyond перекрестком. Worm's Crossing. Покажи-ка мне эти милые вещицы, которые ты предлагаешь. Что-нибудь волшебное? When I tried to fool a sharpie like you, have a look. Матис, у нас с ним изначально вообще не задалось общение, но в целом он прикольный чел. Watch your back. Что тут у меня? У меня все важное, в принципе. Я могу только купить какую-нибудь... Да ничего я не могу купить, продать могу. Стрела убийства воробьев лучшая. Я когда первый раз читала вот название, описание вот этой рыболовной удочки бдительности, владельца этой удочки невозможно захватить врасплох, разве что произойдет что-нибудь неожиданное. Я сначала и не поняла. Вот серьезно, я сначала и не поняла, а потом как поняла. Так, чего не могу перенести? Ладно, фиг с ним, давай, продам. А мне-то и продавать нечего. Особо. Ну ладно. Пускай тогда так будет. И покупать нечего, и продавать нечего, ну и все. Stay away from trapped chests. Oh, hi. If you're here to save me again, I don't really need to be saved right now. Good thing, huh? Bye. Эти милые тифлинги такие We need a place милые. to hide any good stuff we find. Got ya. Too slow. Stacks of hay. You've had worse ideas, Berquan. Attention fists. О, ты. Listen up. I heard you tracked down the man responsible Ты for нашла those виноватую в этой explosive истории toys. с игрушками. Good work. Ну как тебе сказать, это скорее не совсем виновник, он да, виноват, но это не тот виновник, который всем заправлял, нам нужен другой. Ась, не в эту сторону. Blasted shed. It's Это. no wonder Сюда. we're being replaced by steel. Я хочу порыться в твоем тяжелом сундуке, делать я этого не буду. Ой, это Стефи похожа на прической на Шедухарк маленькую. Тут порой забавные диалоги можно найти, вот сейчас и сделаем.
Кристин Хейзел. Жизнь в лагере вместе со свекровью оказалась вещим адом. Может, отправиться в город без нее? Скажу, что на разведку. А вообще-то я благополучно сюда добрался и довел жену, сестру и мать. А может, это они меня довели, а? Сынок мой, Гаран, доволен, что мы так далеко смогли дойти вместе. Но благоверная его такая стерва, что у меня за день... С ней день за два идет. Он что, не может ей сказать, что Хайлу носком заткнула? О боже, какая ты... Фу, ужасно. Мне кажется, она неприятная просто по факту того, что она ее оскорбляет стоит. Ну, типа, это себе не позволило прям ее оскорбить. Ненавижу ее. Невестка называется. Да, я не знаю. Я бы хотела узнать, на самом деле, что не так. Мне интересно, кто тут виноваты. Но сдается мне ощущение, что, во-первых, он виноват. Потому что какого хрена он не решил этот вопросик там с мамой, не сказал ей не оскорблять жену, жене не сказал, извини, у меня мама чуть-чуть прикопченая. Ну, я образно говорю. Извини, что на тебя это вываливаю. Надо попробовать старые добрые деньги повспоминать. До чего нам хорошо было, пока из Барексира уйти не пришлось. Эх. Понять не могу, как Гаран ее терпит. Может, она в постели чудеса вытворяет? Нет, Гизель, не думай об этом. Почему ее зовут Жизель, а перевели как Гизель? Вот. Какая Гизель? Газель. Блин. Я надеюсь, вы не против, что я показываю вам все эти диалоги, но просто они порой реально забавные. Ты. За это у них полетят головы. Это злоупотребление властью, это несправедливо. Удивительно. Эльф. Что с тобой случилось? Бедная наивная душа. Давай расскажу тебе историю. О, боже. Вполне респектабельный делец хочет открыть свое, дело в этом чудесном городе. И что же они устроили? Слушать его излияние дальше. Они несли какую-то ересь о документах и надлежащих процедурах подачи и просили меня в эти трущобы. У них сейчас нежится в ласке Шарус, а не бродить в грязи по колено. Ну то есть ты хотел открыть свое дело, но у тебя нет никаких документов, в принципе, у тебя ничего нет. Интересно. Не пройдет проверку, да? Давай так. Я искусно владею целительскими обрядами, позволь взглянуть. После быстрого осмотра ты приходишь к выводу, что пациент только притворяется раненым. Интересно, зачем? Ты что, наверняка тут полно тех, кому твоя помощь гораздо нужнее. Это ж едва заметная царапина, чего добиваешься? Не кричи ты так. Если парни поймут, что я притворяюсь, они могут отправиться в путь от нее, им еще рано. Да и скучать я по ним буду, если честно. Других друзей у меня нет, и ребятам не нравятся. Так что решил посодержаться здесь на некоторое время. Окей, почему просто не сказать им, что ты хочешь с ними, дальше? Он похож на батю. Этот чел похож на папу Рона из Гарри Поттера. Чекай. Он реально похож на батю Рона. Так, идем дальше. О, знакомые лица. Они меня заставили записаться в ученики к горшечнику. Горшки глупые. Я сектантов хочу научиться убивать. Могу поспорить, ты меня понимаешь?
Фан-факт. Изначально Астариана делали тифлингом, а не эльфом. Но потом переделали. I'm really worried about Umi. Да, окей. Тоже забавный диалог. Washing my pits, this is the song when up. Ай! Что мужику тут никак в одиночестве помыться нельзя. Вы проклятая кучка извращенцев, вот вы кто. I hate this place. I can't even soak my forearms in peace. Окей. Это... Еще знакомые лица. Привет всем. Данис. Бэкс. Ну, почти добрались. Жаловаться грех. Но когда я гляжу на Бэкс и понимаю, что ничего не угрожает, мне хочется плакать от радости. О. Они с Бэкс на самом деле супер милые, ну прям очень. We made it through hell twice. I know now that as long as Danis and I stick together, we can do anything. Ага, и пока я вас спасаю, ну или кто-нибудь еще. What a sad situation. Печально, некоторые гордые тифлинги и Элтуриэля превратились в попрошаек. Reduced to beggars. Ой, милая моя, в этой жизни все, конечно, очень сложно. Значит, ты выжила. Многие из моих собратьев не могут этим похвастаться. Ты сейчас на меня... Это сейчас был наезд? По крайней мере, тебе удалось выбраться. Как ты держишься? Ярость помогает мне не опустить руки. Зевлар должен был вести нас, но ничего не сделал, когда нужен был нам больше всего. Я его не видел с самой бойни на дороге. И это ему повезло. Кстати, насчет Зевлара. А я вот и не помню, где он делся. После того, как мы во втором акте, если мы его спасаем, а я его вроде как спасла, я ему сказала, чтобы он пошел к своим вроде. Не помню точно, что я сказала, но... Вопрос в том, почему я его больше не видела. Я не помню, чтобы я вообще когда-нибудь видела его в третьем акте. Зевлара. I'm bushed. I ran for days to get someplace safe, and then found out I'm last in line to get in, because I'm a hobgoblin. О, As if I could change that. вот это очень, кстати, неприятно, то, что он сказал. Его поставили в конец очереди просто потому, что он хоб-гоблин. Это уже, ну, максимально хреново. Never a dull moment. Hail, friend. Приветствую, друг. Славный денек сегодня, правда? Я тебе не друг. Но извини, тебе сейчас, наверное, не до погоды. Твой путь всегда был нелегким. Впервые во вратах Балдура? Давайте пятое выберем. Тебе за жизнерадостность премию выплачивают, что ли? Нет, конечно, но многим сейчас хочется услышать доброе слово. Раньше путник мог не сомневаться, что его накормят до отвала и спать уложат в теплую постель, но теперь совсем не то. Сейчас тут все едва концы с концами сводят. Добавь беженцев, в придачу народ стал не очень-то щедрым. Я сюда не побираться пришла, я в состоянии о себе позаботиться. И правильно, ты для всех, так для всех лучше. Но только не все на это способны. В городе нашлись доброходы, которые пожертвовали беженцам столько, что их завалили по уши. Вот только остальным помочь они не удосужились. Местные едва перебиваются, а приезжие жируют. Вот тебе и готовая междоусобица. В итоге балдурцы собрались и устроили бучу там перед амбаром. Вот прямо сейчас. Если бы я не на службе была не в форме, я бы туда пошел и проучил их как следует. Ты должен поддерживать здесь мир, а не подкармливать раздоры. По-моему, Астариан не одобрит. А, нет, нифига. Какой еще мир? Если не вмешаться, улицы скоро будут завалены грудами тел. Слишком долго адовые беженцы сосут кровь из нашего города. Если мы им не покажем, что тоже не дураки, они досуха нас выжмут.
Лучше всего нам выйти перед амбаром, перебить их всех до одного. Пусть-ка попробуют жрать нашу еду, когда у них все кишки будут наружу. Что скажешь? Куда-то твоя доброжелательность пропала так внезапно. Делиться. О, вот эти вот диалоги темного соблазна, обмотаем землю кишками, убивать снова и снова. Или надо проучить тех и других, давай всех перебьем. Я выберу 4-й вариант. Есть решение получше, чем бездумно убивать. Это никогда не помогает. Стали не одобрил. Только бездумно убивать и помогает. Я вижу, как ты месишь грязь, подползая все ближе. Отец смеется над тобой. Откуда в тебе такая слабость, сестренка? Неужели я слишком повредила мясо в своем черепе? Не волнуйся, родня по бойне. Мои клинки все еще острые, и уже скоро ты встретишься с ними. Да, спасибо. Окей. Он со мной играет. Что ей нужно? Че, никто не прокомментирует момент? Ну, видимо, нет. Что у нас по времени? Мертвые курицы. Ой, яичко. Это нам в лагерь. Все домой, все несу домой. Can I help you? This is a private picnic. Fine day for it, eh? Got to enjoy things while they last, I suppose. Опять это землетрясение. Это был кролик. Расследование. Провал. Ты. Провал. Ты. Провал. Карлах. Провал. Да вы грыбать приколисты. И приколистки тоже. Почему провал-то? Обидно. Очень обидно. Кровь тянется сюда. Еще там какие-то звуки. Вы слышите этот ор дикий? Я да. А, прочность 0. Давай так. Тоже прочность. Просто вскрой, короче, его. Ну или так. Спасибо, Астарион. Давайте присядем немножко и войдем немножко сюда. А с другой стороны, нафига присаживаться? Постоянно забываю, что я не на Хоноре. И летит. Перед тобой лежит бессознательное тело свежевателя разума. Совсем новое, еще блестящее. Новорожденный без присмотра, как удачно. На первый взгляд не скажешь, что это особенно удачно. О, поверь мне, этот летит только что трансформировался. Он слаб, уязвим. Его сила для тебя, как сочный спелый плод. Как ты это делала раньше? Атаковать существо, пока оно не проснулось. Слышь, ты не проснулся, я уже атаковала. Сядь обратно. Ляг. Ой, летидик. Захвачен врасплох. Ну, врасплох и врасплох туда. Оп. У тебя фалар алувы до сих пор? Прикольно.
The dance macabre. Отойдите, пожалуйста, а то тут Карл... Ой, Лезель пройти не может. Victory awaits. You bow or you break. Bye forever, pal. Это существо недавно родилось, его разум еще свежий, и ты можешь впитать его потенциал, если поглотишь его. Да, я хочу. Мозг свежевателя. Кольцо правдивости, преимущество при проверках на проницательность, приказы абсолютно врожденные. Часть. Верная Алиана, твое время пришло. Абсолют созывает всех, кто тверд в вере, а твоя вера крепка. Уходи из казармы и оставь свой доспех, оставь все знаки различия и звания. Ты больше не огненный кулак. Ты была преданной нам верной, но тебя ждет куда более великая участь, и станешь одной из нас. Мозг где? Мозг. Мозг. Она покушала мозг. Нам надо. Так. Кто у меня тут с этим? Я и Лезель. Да, да, я и Лезель. Бесплатное заклинание. Я хочу бесплатное заклинание. Абсолютно. Так. Последнее предупреждение, да, прочитать. Записка с требованием, чтобы мельник выплатил долг, иначе кредиторы выселят его и заберут себе мельницу. Окей. Неприятно кредиторам. А дай я, наверное, поправлю немножко свою... да и поправлять тут нечего, ну ладно. Пассив может. Да, это пассивка. Эй. О, холмик. Молодец, Карл. Деньги нам надо, учитывая, что я говорила, что не буду прибегать к помощи некоторых фич. Гандрел, которого мы оставили в живых. Подожди, что? Давайте подойдем. Сохранение прошло. Я помню нашу встречу на болоте. Ты пришла в час, когда мы чтим память наших павших, как луч света во тьме. И ты, мой давний соперник. Frey, Valdisk Durovna. Frey, Valdiskablast. Я вижу, нас тут не ждали, надо уходить. Успокойся, тебя никто не тронет. Наша предводительница велела прекратить охоту. Она хочет поговорить с тобой. А это ты, невозможное троти, которая ходит среди нас под палящим солнцем. Мы искали тебя. Что тебе нужно от Астариана? Последний раз, когда твой друг побывал у нас в лагере, он украл наших детей. Наше будущее. Когда я охотился на тебя, должен был доставить тебя сюда. Допросить тебя, узнать, как спасти наших детей, а потом прикончить. Но ситуация изменилась. Ты изменился. Ты действительно ушел от своего хозяина? Развеял заклинание, которое тебя с ним связывало? Это долгая история. Какое тебе до этого дело?
Для тех, кого твой друг украл, у нас это вопрос жизни и смерти. Однажды мы уже пытались вызволить наших детей, напав на дворец Казадора Зара с первыми лучами солнца, но даже тогда он был слишком хорошо защищен. Ну что, если к нему придет его же отродье? Тот, кого он может контролировать, как он считает. Он распахнет все двери, приглашая тебя зайти. И оказавшись внутри, ты сделаешь то, чего не смогли сделать мы. Спасешь детей, которых сам же обрек на гибель. You don't know Cazador like I do. He's merciless. You want me to march into the lion's den and save your children. But I promise you, they're already dead. О, у него сейчас на секунду в конце этой фразы, что он может поклясться, что они уже все мертвы, но их дети. У него такое грустное лицо было сейчас, прям, божечки. Почему ты так уверен, Астарион? I spent 200 years bringing him victims. Each and every one was whisked away to be fed on that night. Но ты же не видел, как он питается. Он мог несколько дней держать пленников у себя, прежде чем убить их. Не знаю, это участь наша безрадостна, но если есть хоть малейший шанс. Если наших детей действительно больше нет, то мы возьмем плату кровью. Я знаю, ты в состоянии понять это отродье. Окей, я скажу второй вариант, что Астарион, ты должен помочь им отомстить. Уж это, хотя бы это ты им должен. I suppose. Yes. Yes. Revenge I can do. Спасибо. От меня и от всего моего народа. Если вы сможете это сделать, мы будем у вас в долгу. Ты прожил жизнь, полную насилия и грехов. Ты убивал, разрушал семьи и причинял неизмеримое горе. Своим поступком ты не исправишь этих ошибок. If you're trying to encourage me, you're failing abysmally. Но это станет началом. У тебя еще будет шанс на искупление. Пожалуйста, ступай. Времени мало, но мы увидимся снова, когда все будет сделано. Торжественное обращение. Ну что сказать? Ладно, господи, я же вроде с тобой даже не разговаривала. Но Астарион согласился, что он, да, может и должен им помочь. Я так понимаю, что его все-таки мучает чувство... Совесть. Как это слово? Ну, короче, вы поняли. Is there something you want to talk about, my dear? Ничего, Астарион. Все нормально. Что у меня, кстати, по 88, 99, 100. Прикольные статы отношений. Something over there. Take the wood from the cart too. That'll be good for fire, if nothing else. Ну, короче, что у нас по плану? Помочь гурам, Сорин разобраться, но мы пока что обследуем только Ривингтон. Хотела сказать Ривервуд. Карим, отпусти. What's inside? Размышления легковерного дурачка. Почитай. На запятнанных страницах этого фолианта описывается долгое и трудное путешествие. Я отправился во врата Балдура с одним лишь обещанием за спиной, будь оно проклято. Тебя примут распростертыми объятиями, твердили мне кузены.
Во вратах у каждого есть свой дом. 17 дней я шел, 17 дней среди вопящей малышни и вони их грязных пеленок. 17 дней волчьего воя, бессонных ночей, скрудившись у еще тлеющих костров, и снова эта вонь. Конечно, ни в какой город нас не пустили. Когда мы пришли, нас отправили в лагерь, где все только и знали, что кашляли и чихали. Я сыт по горло ими самими, их слезливыми историями, самим их наглым присутствием. Раз уж я застрял за городом, устрой себе дом в курятнике. Там хотя бы пахнет лучше, чем эти дерьмовые выродки, называемые моими кузенами. Остальные записи продолжаются в таком же обиженном ключе. Я не так давно, к сожалению, мы уже прошли этот момент, и я не могу вернуться, но я не так давно нашла одну записку во втором акте, которую я раньше не видела, и я ее кидала себе в Инстаграм, в блог, но не факт, что вы это видели, а если видели, то вы понимаете, о чем я. Но эта записка реально немножко разбивает мне сердце. Тут есть забавные, есть смешные, да, есть грустные, а есть реально, ну реально жесткие. Ой, извините, я не хотела что говорить. Дракон рожденный. I'm not scared of the authorities, but it would be stupid to pick a fight with the fists, right? Красивенький у него этот цвет кожи, чешуи. Что там у него, я не знаю, кожа, чешуи. Вот так. И теперь просто пойдем в эту сторону. Но мы в цирке вроде бы мы сделали все. Ну, на данный момент все. Статую, правда, не поставила, но у меня нет на нее денег так-то. Ничего страшного, потом, может, найду. Boys ready. They're damn near chomping at the bit. What's the plan? Кузен. Кильтра. Давай посмотрим. If you're a customer, go down to the shop. Otherwise, clear off. Говори-ка повежливее, я грубость не переношу. Oh, I'm very sorry. If you're offended, feel free to make a complaint. Дай поторгую. Please, keep bothering me. I've no. Чем торгуешь? Given this is in fact a blacksmith's, we sell things that need smithing. Окей. The shopkeeper can tell you more. Give the lazies. То есть ты торговать не будешь, да? Да, у него нет торга. Ну ладно, я могу полазить у тебя дома, как минимум. Люк. Лезть в него я пока не буду. Давайте почитаем. Письмо от исполненного сердца. Дорогой мастер Энглайр, с огромным огорчением вынужден сообщить, что мы все еще не можем найти кого-то, кто хотел бы встретиться с вами. Мужчины и женщины этого города иногда бывают нестерпимо переборчивыми. Возможно, вам стоило бы выставить портрет, который представляет вас в другом свете? Я не хочу сказать, будто кузнец чем-то нехорош, но не является ли это одним из тех предрассудков, с которыми мы, к сожалению, сталкиваемся в том, что касается вкусов. Конечно, мы и дальше будем пытаться что-то для вас устроить. Как говорят у нас в исполненном сердце, нет потерянных душ, есть только те, кто еще не нашел свой дом. Крепитесь искренне, ваш маэстро Харструм. Дрожайший Гильдра. Мой драгоценный милый Гильдра, твое последнее письмо меня очень беспокоило. Пора что-то делать с твоей меланхолией. Такие вещи нельзя пускать на самотек. Ты всегда отличался тонкой душевной организацией. Я знаю, что сердце твое было разбито, хоть ты и пытался этого не показать. Нет ничего постыдного в том, чтобы обратиться за помощью, правда? Я всегда рядом, но все же, думаю, тебе стоит поискать профессионала. Говорю так, потому что люблю тебя больше всего на свете. Подумай об этом, ладно? С любовью, мама. Тут довольно милые ответики. Гномы железной руки наши гости. Общеизвестно, что основным источником механомагических методов и измерений является Гайрдал Железная Рука, гномическое божество военных изобретений. Из поколения в поколение клан Железной Руки благоговейно трудился в своих мастерских во вратах Балдура, создавая замысловатые устройства поразительной точности и красоты и мирно сосуществуя рядом с
патагонными лавочками не столь даровитых ремесленников. Иногда в щедрости своей клан Железной Руки даже делился своими познаниями с этими иными. Но затем приверженцы бога вора Гонда в своей гордыне основали Дом чудес и присвоили себе труд и заслуги всех механо-магических искусников врат Балдура. Как это не постыдно, многие гномы примкнули к гандийцам. И тогда Гайрдал возвал к Вульферфорсу Бонглу и сказал ему: «Не позволяй этим гандийцам красть твои средства к существованию». И Вульферфорс выступил против гандийцев, указывая на недостатки их дрянных подделок и справедливо превознося творение клана Железной Руки. В ответ гандийцы, преисполнившись зависти и злобы, возвели на клан Железной Руки гнусную клевету, и Вульферфорс пришел в ярость. За этим последовала гибель Вульферфорса в прискорбном инциденте с рунным порохом, и клан Железной Руки при содействии Огненного Кулака был отправлен из города прочь в прискорбное изгнание. Мы уже с вами имели дело с кланом Железной Руки. Дневник Кильтра. Почти 15 лет прошло с тех пор, как я купил эту кузню у старого Госсона. Я думал, что за это время успел повидать уже все, я ошибался. Скимитар, который вчера принес мне ревентонские крысы, это уже третье оружие из адского железа, которое я купил за последний месяц. И третье, что я видел за все 15 лет. Конечно, я сразу же продавал каждый из 3 предметов и получал меньше, что мог бы выручить, если бы на них посидел. Я получал меньше, чем мог бы выручить, если бы на них посидел, но вот этого я точно не хочу делать. Мама Энглайрон дураков не растила, и все же я задаюсь вопросом, откуда же берется это дьявольское оружие. Да? Сундук деревянный. А я сейчас возьму и украду что-то у вас. Что-то видно? Еще не видно. Щит. 4. Вот так, никто ничего не видели. Сохранюсь. Зловатые корни куда ведут? Надо залезть. Рекламная листовка, универсальный магазин Ривентона. А покажи мне свои товары. Тебе прям видно, что ты мастерски обращаешься с копьем. Купи копье. Что скажешь? А? Это ты продаешь оружие кузнеца? Ворчливый он, да? На первый взгляд, но сердце у него доброе, как раскаленная сталь. Ну, а еще он живая легенда. Ты знаешь, что он 7 лет подряд побеждал в состязании на лучшего кузнеца в Ривентоне? И еще он сказал, что если я смогу продать достаточно товаров, то, может быть, он позволит мне попробовать поработать у наковальни. Давай поглядим, может, я помогу тебе повысить продажи. Покажи, что есть. Так. Наряд костяных шипов. Снижает весь получаемый урон на 2. Наряд костяных шипов. Не, ну, это хорошая броня, правда. Но мне она не нужна на данный момент. Танцующий приз. Зачарованный. Тут что у нас? Фалар Алуве. Ну, это тоже хорошее оружие, но мне оно тоже не нужно. Это случайно не я ей продала его вообще, нет? Перчатки следопыта, эльфийская кольчуга. Красиво выглядит на вид. Но мне тоже она не нужна.
Но выглядит реально красиво. Мне кажется, она красиво сидела. О, вот тебе, кстати. Ну вот этот щит дозорного. Вот такие из-под тяжка наносят урона. Но мне особо нечего покупать тут у нее. На самом деле. А вот продать могу. У вас про нее плюс 3. Да и продавать мне особо нечего. Вот это можно продать. Мешок с дымным порохом. Ну так хватит. 58. Я думаю, что давайте на этом, наверное, закончим. Почему я не могу сложить токсиновый верно в один? Токсины типа нельзя вместе держать? Что происходит? Ну и ладно, фиг как с ним. Почему я вот это не продала? Я же продавала, нет? Не продавала? У тебя есть какие-нибудь жезлы, может, волшебные предметы? Не знаю насчет жезлов, но все, что выходит из-под молота мастера Киттера, волшебное. Он настоящий виртуоз своего дела. Убедись сама. Почему я не продала это кольцо? Потому что его тут нет. Почему его тут нет? Понятия не имею, фиг с ним. Ну, я могу его кинуть себе там в лагерь. Пусть лежит. Спасибо вам, Twitch, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Twitch. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.